Приветствую! Это шоу Красного Циника. Мы ищем чушь и ахинею там, где они есть, и там, где, по общему мнению, их быть не может. «Звездные войны» — одна из самых популярных, интересных и самобытных фантастических вселенных. Изначально мало кто верил в ее успех. Над автором-создателем Джорджем Лукасом угорали даже члены его съемочной группы. Негативное давление было так велико, что творец впал в депрессию, потерял веру в собственное детище, угодил в больницу с сердечным ударом, но все равно, собрав волю в кулак, закончил картину. На премьеру Лукас так и не пришел, готовясь к оглушительному провалу. Но что же, насчет оглушительности он не ошибся. «Звездные войны» произвели эффект разорвавшейся бомбы. Фильм смотрели, еще раз смотрели и, само собой, заносили деньги в кассу. Да, это история про то, как насмешники сели жопой в лужу. Сняв еще две не менее успешные картины, Лукас на долгие годы завязал со «Звездными войнами». Но их жизнь на этом не закончилась. Книги, комиксы, игры множились в арифметической прогрессии и добавляли новые штрихи в историю вселенной. Наконец, в конце 90-х к ней решил вернуться сам творец, заявив, что теперь технологии позволяют снимать то, что раньше было невозможно. Он забабахал свою призрачную угрозу. Приняли ее неоднозначно. Фильм сорвал нехилую кассу, но одновременно подвергся и жесткой критике. Причем за дело. С одной стороны, он получился слишком детским. С другой, натащил в канон всякой туфты. Возможно, он был зачат мидихлорианами. Впрочем, следующие две картины сильно исправили ситуацию. Можно сколько угодно говорить об актерской игре и спорных сюжетных моментах. Она не хочет жить. Однако даже слепому понятно, что данные фильмы углубили вселенную, сделав ее более серьезной и взрослой. На фоне, казалось бы, детского сада со светящимися палками и скрипящими жестянками поднимались совсем не детские вопросы политики, экономики, веры, нравственности, войны и мира. Я люблю демократию. Следующий эпизод киноэпопеи не заставил себя долго ждать. Лукас передал «Звездные войны» Диснею, и, как говорится, понеслось. Проблемы начались сразу же. Новые рулевые громко и пафосно отказались от так называемой расширенной вселенной. То есть тех самых книг, игр и комиксов, о которых я выше говорил. Надо сказать, что более чем сильных вещей от более чем достойных авторов там было навалом. Но кто они, а кто какие-то ноунеймы из Диснея? Типа поставим у руля Джей Джей Абрамса, недавно успешно реанимировавшего Star Trek, и все станет зашибись. Стало ли? Давайте узнаем. Итак, кинокартина 2015 года «Звездные войны», эпизод 7. Пробуждение силы. Начинается фильм, как обычно, с фирменных титров. Ну и поскольку они сопровождаются классической, да более знакомой музыкой, то у фанатов сразу отрубаются мозги. Они просто не видят, что бред начинается чуть ли не с первой строчки. Итак, оцените всю степень тупизны. Империя пала, республика восстановлена, но при этом
до сих пор существует какое-то сопротивление во главе с Леей Органой, которому сия республика помогает. Это сопротивление чему? Упоротые сценаристы значение данного термина вообще понимают? Разве повстанцы не должны были войти в состав республики? Стать частью вооруженных сил, естественно, раствориться в новом обществе. А они победили. Кому теперь сопротивляются? Республике, которая им помогает? Короче, примите как факт. В этом мирке одновременно и отдельно сосуществуют республика, сопротивление и некий первый орден. Какая-то непонятная фигня, цитирую, выросшая из обломков империи. Что это? Организация, государство, конгломерат планет? Так и останется невыясненным. Причем, по идее, именно он и должен называться сопротивлением, раз недоволен новым порядком и хочет вернуть старый. Но поскольку у нас одно сопротивление уже есть, то второе, значит, будет называться просто первым орденом. Самое смешное, непонятно даже, чего это что-то с таким дебильным названием конкретно добивается. Нет, потом мы узнаем. Этот день — конец республики. А по титрам складывается ощущение, что исключительной целью существования сего многочисленного ордена является поиск и уничтожение одного единственного человека. Ага, Люка Скайуокера, который куда-то свалил, да так, что его родная сестра не может найти. И как ни крути, такое начало уже настораживает. Но вот забрезжил свет в конце тоннеля. Карта, за которой Лея посылает своего лучшего пилота, По. Ну и пока этот самый По разговаривает с каким-то старым хрычом, на представителей сил света нападают силы тьмы во главе со злобным гадом в маске, ищущим важные документы. Ой, не тот фильм. Отвечай, что вы сделали с чертежами. Хотя, знаете, трудно не перепутать, если сюжет долгожданного продолжения беззастенчиво повторяет сюжет первого фильма Лукаса. Но вы привыкайте. Почти весь костяк новой картины будет состоять из наглого пересказа. Впрочем, даже тут Абрамс умудрился облажаться. И так на планету прибывает 4 шаттла, набитых имперскими штурмовиками, ну, той самой элитой вооруженных сил павшего режима. Стоп, давайте на секундочку забудем про синдром штурмовика. Про то, что во всех предыдущих фильмах они бы в жопу синему киту с 3 метров не попали, возникнет такая возможность. Зато вспомним, что это, на минуточку, профессиональные солдаты, нагибавшие всех подряд и державшие в страхе целые системы. Ну и как они себя ведут в новой картине? Да как стадо баранов. Действительно, зачем нужен какой-то строй, тактика? Зачем использовать укрытие? Просто беги как идиот и пали во все стороны. По бросается в сторону своего пепелаца. И, казалось бы, света достаточно. Да и с приборами обнаружения у Ордена все в порядке. Поэтому с воздуха сначала надо размазать именно X-Wing. Но нет, истребитель замечает, только высадившись на поверхность. Направляет к нему всего 2, повторяю, 2 штурмовиков. И тут же напрочь об X-Wing забывают. А чего тут такого? Ведь в этой засранной деревне с козлопасами именно он представляет наименьшую опасность. Впрочем, 2 штурмовика внезапно, справляются. Чего там говорить? Одного Джавы с лазерной указкой хватило бы, чтобы вывести истребитель, предназначенный, внимание, для космических боев с применением тяжелого оружия, из строя, даже без щитов. Однако пушка истребителя все еще работает, и По выносит 2 придурков в белом просто на раз. Их приятелям на это, разумеется, насрать. Они
Ну и казалось бы, ты в танке с мощными пушками. Сиди да постреливай себе штурмовиков. Но нет, По вылазит из истребителя, а затем хорошенькая девушка передает дроиду важную информацию и приказывает валить в пустыню. Ой, опять не то. Короче, По отдает флешку с картой роботу, отправляет его на все 4 стороны, а затем убивает очередного штурмовика. Сей, но просто чудовищный по своей жестокости акт тут же срывает мозговую блокаду коллеги погибшего. По-другому это «что я тут делаю? Куда я попал?» никак не объяснишь. Видимо, чувак никогда в жизни не видел убитых товарищей. Вокруг же мир, всеобщая любовь и никакой гражданской войны уже 4-е десятилетие. Нет, друзьями детства с погибшим они быть не могли. Почему? Объясню потом. Откуда кровь? А бог ее знает. По идее, энергетическое оружие прижигает раны. Особого штурмовика можно было и сажей пометить. Но это же не эпично и не круто. Поэтому только так, с кровью и мысленными воплями, куда я попал. Ну и пока два гопника штурмовика вышибают из какой-то рыбы последнюю мобилу, Зигзаг-Макряк привозит на своем охрененно навороченном непонятно чем антиплаща. О, наука страданий. Знакомьтесь, местный засушенный недовейдер Кайло Рен. Ему подтаскивают старичка-информатора и... Вы думаете, он приказывает скрутить сей бесценный источник данных и затолкать его в шаттл? А вот и нет, после убогой пародии на... Я ждал тебя, Оби-Ван. Кайло безжалостно зарубает пенсионера идиотским мечом. Почему идиотским? Всему свое время. Скажете, от такого удара старичок должен был на 2 куска развалиться? Ну, конечно же, должен. Но нас ведь подростки смотрят, поэтому такое показывать просто никак нельзя. Замах поэпичнее можно, а вот его последствия никогда. А что мешало деда просто заколоть? Ах, вы такой удар приберегаете для ублюдочного эпизода в финале? Хорошо, тогда почему падающий труп из кадра просто не убрать? Впрочем, зрителю до этого дела нет, ибо тут на сцену выпрыгивает взбешенный По. Он стреляет в урода из тяжелого бластера, и вы не поверите, этот мега-ситх останавливает энергетический разряд прямо в воздухе. Да блин, даже Дарт Вейдер был на такое не способен. Крут, Кайлушка, ой, крут. По скручивают, но это не мешает сей пародии на Хана Соло отпускать горбуху за горбухой. И вроде бы карта не найдена, цель не достигнута, однако Кайло приказывает отлет, напоследок велев ни до бабе, ни до рыцарю Бриенни Тарт расстрелять жителей Мухосранска. Зачем? А просто так, силы тьмы же. То, что куда я попала отказывается стрелять, никого особо не волнует. Понятно ведь, штурмовик не стреляет только тогда, когда ему нечем. Необходимо сдать бластер на проверку. Ну да, куда я попал, снял шлем. Ну да, это негр. И нефиг тут ржать. Только дураки считают, что негры не могут быть расистами, а феминистки сексистками. Штурмовики уже давно перестали быть клонами одного человека. К тому же не белого. Смешное тут в другом. В том, что негр... потный. Но об этом тоже потом. Нам же, наконец, показывают главного героя фильма. Разумеется, это девочка. В наш век Куинш и Саркисянш по-другому никак. Скоро подавляющее число протагонистов будет представлять собой сильных, независимых женщин. Ибо все мужики зло, но при этом у нас абсолютное равенство. Как бы то ни было, героиню зовут Рэй, а занимается
занимается она тем, что снимает люки и срезает провода со звездных разрушителей. И да, это снова пустыня. И нет, не Татуин. И да, у сценаристов фантазии 0. Зато художники постарались. Именно пейзажи, разрушенные имперской техники в песках, вызывают желание воскликнуть «Вах!». А затем... Какого хрена? Что все это великолепие инженерной мысли забыло посреди гребаной пустыни? Нет, в Википедии сказано про какой-то офигенно важный завод повстанцев, который имперцы с огромным трудом брали. Но, во-первых, об этом нужно было сказать в самом фильме, без чего такая информация туфта. А во-вторых, она и с объяснением туфта. Для начала, вокруг ни малейшего намека на какой-то там завод, а даже рядом с Хатком, который за 7000 километров до цели как бы не высаживают. А если еще и подумать, то как повстанцы смогли сбить даже не 1, а целых 3 звездных разрушителя? А вообще-то это самые вооруженные, защищенные и технически навороченные корабли данной вселенной. Ну, после сей вот фигни. Для того, чтобы им противостоять, мало воли к победе, 2 прощей и 3 палок. Но и кто-нибудь мне объяснит, что это за сраный завод такой, за который не жалко угрохать войска и флот, численностью сопоставимой с армией вторжения на ход, где, простите, извините, штаб повстанцев находился. Причем, заметьте, даже там Лукас не догадался эти левиафаны в атмосферу планеты затащить. Короче, у меня больше нет сил это обсуждать. Итак, Рэй мусорщица и профессиональный житель пустыни. Настолько профессиональный, что едва тронута загаром, не считает зазорным выставлять голые плечи и ноги под палящее солнце местной Сахары, не берет в поход адекватного запаса воды и высасывает последние капли из фляжки перед тем, как ломануться в самое пекло. Да-да, нисколечки не задумываясь о том, что будет делать, если ее драндулет внезапно сломается. Впрочем, учитывая чудеса, приберегаемые авторами на потом, это, можно сказать, вообще реализм. Пока же Рэй прибывает к местному барыге в очередное село и продает свой хабар за гроши. Причем, судя по раскладу, здесь все живут за счет снятия колес с имперской техники. И знаете, что самое смешное? Размеры звездных разрушителей. Учитывая местные деревни, 3 таких махины способны обеспечить безбедную жизнь 30 поколениям жителей целой планеты. Но нет, судя по интерьерам кораблей, до них уже добралось 15 дивизий таджиков и обшмонало их начисто. После этого задумываться о том, на что местные жили до мегабитвы, уже смысла никакого нет. А зачем? Перед нами же космическая фэнтезия, а значит здесь возможно все, в том числе и бесхозный, внезапно необудранный подбитый ходок, в котором живет Рэй, играет в кукольных повстанцев и кого-то упорно ждет, уже не первый десяток лет. И надо же было такому случиться, чтобы охренительно важный по сюжету робот, совершенно случайно, свалился с неба прямо в руки главному герою. Причем аж во 2-й раз в истории местной вселенной. Какой оригинальный и шикарный полет фантазии! Спросите, с чего это вдруг очередной побиральщик запросто отдал бесхозного дроида, которого вдобавок еще и нашел первым? Так я же уже сказал. Это фэнтезия, не верите? Помните старину R2-D2, которого понимал только его приятель C-3PO? Он говорит, что он собственность Оби-Вана Кеноби. Так вот, все это вчерашний день. Наша лингвистка понимает машинный язык без переводчика. Где она ему научилась?
Мне действительно нужно это объяснять. Короче, Рэй спасает робота, да-да, сходу определяя в нем личность, а не ходячую кофеварку, и тот увязывается за ней. Все это время пытали на базе плохишей. Ну, наверное, лицо пилота немного измазано кетчупом, но в целом с ним все в полном порядке. Ни ссадин, ни отеков, ни выбитых зубов. Какое-то уж очень доброе зло подобралось. Видно, палачи у вас уже не те. Хотя, по идее, смысла в этих пытках ноль. Как правило, работой с пленниками занимается специальный дроид. А если при этом присутствует еще и носитель местного аналога магии, силы, то процедура допроса заключается в накачивании пленника лошадиными дозами запрещенных на территории Российской Федерации препаратов и ментальном, изнасиловании. А что мы видим в «семерке»? Да то, что тут аж не ультраситх раскалывает буквально за минуту, причем без всяких уколов и прививок. Ищите дроида. Класс Биби. Вау, какие, мать его, за ногу открытия! А разве еще на планете не было ясно, что раз карты нет, то ее кому-то отдали? Разве даже безмозглому барану не было понятно, что необходимо прочесать местность? Да ё-моё, если ты такой тупой-крутой, разве нельзя было расколоть еще тогда? Да тебе бы с радостью помогли! Или отжать мобилу штурмовики могут, а попытать кого-то никогда. А если заставить? Может, тогда бы и не пришлось ни улетать с пустыми руками, ни тратить время на транспортировку для идиотского допроса. Но и пока Рэй самоотверженно отказывается продавать робота, куда я попал, выкрадывает Я тебя спасаю. Организуй побег. Видимо, ментальная рана оказалась настолько велика, Нас еще детьми забирают из семей, куда нам не вернуться. что накачанный доктриной по самые помидоры штурмовик внезапно и вдруг перековался. Как он от борта прошел? Как этому слабохарактерному оружие дали? Фэнтезия? Тогда ладно. Ну и теперь-то вам понятно, почему невинно убиенный не мог быть его другом. Да потому что в ином случае, куда я попал, не разговаривал бы так с его убийцей. Кстати, отметьте, что негр опять потный. Нужен пилот. Да, позарез. Дело за малым – найти транспорт. Герои без проблем добираются до ангара и садятся в... Вы не поверите, двухместный тайфайтер. Ну, помните ту рабочую лошадку Империи? Дешевая, эргономичная и облегченная по самое не могу чудо инженерной техники, где с трудом помещался один пилот. Ну так вот, теперь она не просто двухместная, с дополнительной приборной панелью для стрелка. Туда, к тому же, еще и запихнули гипердвижок. Погнали из этой системы! Я должен найти моего дроида! Нет, в финале нам говорят, что это новая модель. Однако это такая же туфта, как и завод в пустыне. По размерам новая модель ничем не отличается от старой. Места для дополнительных людей и наворотов там просто нет. В принципе. Другими словами, вы думали, что вот это комедия? У вас такой любопытный дом, он гораздо больше, чем кажется снаружи. Зря! У создателей новых «Звездных войн» все очень серьезно. Короче, наши беглецы валят. Ну, как валят? Отрывка от троса их должно было размазать о ближайшую стенку. Но ведь мегапилот, несмотря на то, что никогда раньше на Тайфайтере не летал, управляет им так, будто в нем и родился. Орден поднимает тревогу. Да-да, только сейчас до них дошло, что пленник пропал. Тоталитаризм такой тоталитаризм. Что делает наш ранимый, куда я попал? Ну, тот самый, что недавно бился в истерике от одного вида погибшего товарища. Так это,
расчехляет пушки Тайфайтера и начинает безжалостно мочить своих однополчан пачками. Кстати, помните, как полдня назад штурмовики расстреляли аналог такого корабля из рогаток? Ну, так вот, теперь истребитель внезапно не берет даже тяжелое оружие. Логика. Нет, не было там щитов. Я бы мог еще повозмущаться, что Тайфайтер в одно рыло навороченные пушки Стардестройера никогда бы не взорвал, что разрушитель с таким количеством вип-персон должен находиться под постоянной охраной извне, и о много чем еще, но мне уже тупо лень. Давайте просто полюбуемся на зарождение крепкой мужской дружбы. Полюбовались? И хватит, только номерной. FN 2187 получает имя. Финн, я буду звать тебя Финн, согласен? Как Тайфайтер сбивают. Все, про По на время можете забыть. Финн приходит в себя уже в пустыне. Опять потный. Да что тут такого, спросите вы? Актер, мол, тоже жаловался, что в костюме ему было жарко. Да то, что это для нас костюм. А для вселенной Звездных войн это высокотехнологичный доспех с регуляцией теплообмена. Перегрев и переохлаждение, знаете, снижают боевые качества бойца и влияют на моральный дух. Какими бы тоталитарными ублюдками имперцы не были, своих солдат в дебильные пыточные костюмы они бы точно не запихнули. Именно поэтому потный негр – нонсенс. И вы не поверите, Финн снимает этот термодоспех в пустыне и напяливает на себя темную кожаную куртку, да. А под броней вместо нормального поддоспешника внезапно обнаруживаются хипстеровские штаны и водолазка. И во всем этом наш лошара идет, куда глаза глядят. По пустыне, без воды, которая была на тех доспехах, что он снял. И самое смешное, Финн таки доходит куда надо. Живой и здоровый. У него даже ожогов нет и ноги не подкашиваются. Он просто очень хочет пить. Фэнтезия! И надо же было такому случиться, что Финн, совершенно случайно, оказывается именно в том селе, где посланные мерзким барыгой уроды пытаются у Рэй робота отобрать. Разумеется, на это не насрать только бывшему штурмовику, пару часов назад угробившему целый взвод боевых товарищей. Он бросается на помощь, но зря. Рэй сначала метелит нападавших, а затем и самого Финна, потому что робот ей, видите ли, заявил, что этот черный парень стырил куртку По. А нет ли где-то здесь расизма? Что, вы спрашиваете, как пустынная мусорщица смогла отмудохать профессионального солдата? Нас еще детьми забирают и растят для одной цели. Да я уже запарился объяснять. Фэнтезия же! Только Финн разруливает ситуацию, как на сцену вваливается аж целых 2 штурмовика. А разве на перехват такого охрененно важного робота не должна быть выслана целая рота солдат с Кайло Реном в придачу? Нет, как хотите. И пока Рэй строит из себя сильную, независимую женщину... Руку отпусти! Придурок в белом выкрикивает: «Нанеси авиаудар!» Нет, нахрена? Вы дроида хотите заполучить или груду металлолома? Ах, вам нужны только мясо, кишки и обмотки проводов? Тогда почему утюжкой территории занимаются именно косоглазые тайфайтеры? Где тайбомберы, звездокрылы, орбитальная бомбардировка? Ну да, до конца фильма еще далеко. Поэтому героям нужно срочно позволить убежать. Нам нужен пилот! А я кто? Кто тебя в пустыне на пилота учил?
Товарищам, заикающимся про Скайуокера, сразу предлагаю заткнуться. Татуин не был и жопной дырой, семья Люка не бедствовала, а сам он собирался в академию поступать. Соответственно, навыки и опыт пилотирования у него были. А тут какая-то мусорщица, всю жизнь прожившая в нищете, побирающаяся за еду и при этом обладающая навороченным личным транспортом, не ищите логику, внезапно заявляет, что она пилот, причем зажравшийся. Смотри, корабль! Да это корыто ржавое! Так, если ты пилот, почему не попыталась наняться даже на корыто? Такие спецы – редкость и для «Звездных войн», а сама подобная работа куда доходнее продажи снятых магнитол. Появились бы знакомства, кругозор. Может быть, давно нашла бы тех, кого так долго ждешь? Нет, но мозговым червям писак виднее. И надо же было такому случиться, что корытом, ага, совершенно случайно, оказывается прославленный тысячелетний сокол. Да-да, Рэй прекрасно знает о легендарном Хане Соло, но при этом понятия не имеет, на каком корабле тот летает. Логика! И вроде совсем недавно тайфайтеры лупили по земле без остановки, а тут вдруг решили устроить перекур. Клише про байкера, у которого угнали мотоцикл, прилагается. Он мой! Далее следуют, просто чудесные полетушки на Соколе сквозь разрушенные стардестройеры. Вы не ошиблись. Рэй ни разу на этом корабле не летала, габаритов и специфики его не знает, но все равно выходит из передряги чуть ли без единой царапины. Пилоты тайфайтеров, ага, уже опять одноместных, посрамлены. Но и пока наши герои выходят в космос, Кайло Рену сообщают, что 2 штурмовиков и истребителей внезапно оказалось недостаточно. Как там говорят? Внимание, шок! Что делает Рен? Да, словно последняя истеричка принимается рубить дорогостоящее оборудование. Эй, придурок, ты уверен, что здесь систем жизнеобеспечения нет? Что сейчас свет у полкорабля не погаснет? Как тебя, такого припадочного, с мечом сюда вообще пропустили? Да и разве не ты виноват, что упустил беглецов? Впрочем, все вышесказанное тупо меркнет перед этим. Еще их сопровождала девушка. Он что, гей? Еще их сопровождала девушка. Точно гей! Гей-фашист! Но вернемся к нашим героям. Только они успевают починить пепелас, как их внезапно хавает корабль побольше. Решив травануть еще бригаду-другую бывших товарищей, Финн заявляет: Их маски фильтруют дым, но не токсины. Правда? Нет, правда? Что дальше? Стринги на штурмовиков напялите? Впрочем, далее выясняется, что никакого ордена рядом нет. Корабль, барабанная дробь, захватывают Хан Соло с Чубакой. А оказывается, они хрен знает когда свой сокол просрали. Долгие годы не могли его найти. А теперь, значит, тот находит их сам. И надо же было такому случиться, что на нем прописались и мегаважный по сюжету дроид, и парочка придурков, которым Соло нужен, но просто позарез. Правда, Хан им помогать отказывается. Мол, я покинул сопротивление, да и вообще идите лесом. Но вы не расстраивайтесь, у сценаристов на него большие планы, поэтому Соло заставляют передумать даже не одна, а целых 2 группы внезапных бандитов. У меня скоро кровь из глаз пойдет от этих совершенных случайностей
банальностей, постепенно переходящих в абсолютный абсурд. Короче, после очередной потасовки с участием зверушек, которые то едят всех подряд, то не едят, герои сваливают на планету, где некая из пальца высосанная тысячелетняя Маз управляет заведением имени себя. Зачем хан их сюда пригнал? А разве не ясно? Это самое подходящее место для того, чтобы сохранить секретность. Он только что вышел! Он только что вышел! Ну а нам тем временем показывают главного злодея картины, Сноука. Как пить дать очередного лорда ситхов. Занят он своим привычным делом, дрючкой подчиненных. Ну и как видите, совсем хреново у плохишей с личным составом. Генералу всей армии ордена Хаксу на вид всего лет 30, а ведет он себя вообще как малолетний долбошлеп. Видимо, никого постарше и поопытнее просто не нашлось, даже на расстоянии 1000 световых лет. Тут же нас ждут чудесные открытия. Оказывается, папой Кайла является Хан Соло, мамой Лея, а дедом, соответственно, старина Вейдер, к которому у Рена чуть ли не фетишистский интерес. И я завершу то, что ты начал. Стоп, а разве шлем Вейдера не остался на Эндоре? Типа Кайло специально ползал по лесам и эвоков пачками пытал? Кстати говоря, ритуалы ритуалами, однако крайне сомнительно, чтобы обычный огонь смог так покорежить шлем. Гораздо более вероятно, что Рен просто тупой лох, которому Сноук впарил барахло из ближайшей сувенирной лавки. Не верите? А ведь совсем недавно хан объяснял весь замут. Типа после реставрации республики Люк принялся восстанавливать орден джедаев. И все было хорошо, пока у его лучшего ученика не поехала крыша, и он всех не поубивал. Почему? Ясно. И я завершу то, что ты начал. Ему промыли мозги, но неужели Кайло такой тупой, а Люк такой неубедительный, что не смог объяснить своему придурковатому племяннику, что Вейдера ничего не начинал и не решал, а был всего лишь пешкой в руках императора, жертвой темной стороны силы. А Хан, Лея тоже ничего своему малолетнему дебилу не рассказывали. И вообще, Палпатин склонил Анакина к темной стороне, умело сыграв на безграничной любви Скайуокера к Падме. А тут-то что, кроме китайской бутафории? Никакого ответа, разумеется, не будет. Вместо этого Финн раскрывает Рей правду о своем происхождении и собирается валить. Не успевает она расстроиться, как у нее начинается приход. Голоса в голове приказывают ей спуститься в подвал, где находится... Та-да! Меч Люка Скайуокера! Ага! И этот! Само собой, попавший сюда абсолютно случайно. Рей его касается, и ее торкает уже по-крупному, накрывая видениями будущего и прошлого, в том числе о том, как она попала на пустынную планету. Кто мне объяснит, какой родитель в здравом уме и трезвой памяти бросит своего ребенка в этой дыре? Она что, плод бурной любви Джейсона Вурхеса и Альмы Вейт? Короче, Рей обладает силой и, возможно, является дочкой самого Люка. Иначе как объяснить, что... меч позвал ее, а до этого... принадлежал Люку, а до того его отцу. Казалось бы, радуйся. Теперь ты настоящая Мэрисью. И роботов понимаешь, и кунг-фу знаешь, и звездолетами управляешь, и силой обладаешь, и вся такая няшная, аж глаза щиплет. Но нет, Рей накрывает вирусом, куда я попал, и она вся в слезах убегает в лес. Хакс в это время толкает Хелгастом. Ой, не та франшиза.
В общем, он толкает такую пафосную речь, что от ее дешевизны плавятся динамики. Новая республика предает галактику. Потрындев немного, Хакс приказывает открыть огонь. Да-да, планета, на которой они находятся, является, по сути, мега-оружием. Обратите внимание, что все это чудесное действо проводится на улице, что никто не слепнет и не глохнет, что солнце светит, что елки зеленеют, что атмосферу к чертям не сносит. А еще обратите внимание на волшебный луч. Он то еле ползет по небу, то мгновенно преодолевает сверхсветовые расстояния, не теряя мощности, а затем разделяется, словно да-да, управляемая боеголовка, и разносит в клочья целые планеты. Прям наглядный код Шрёдингера какой-то. Луч одновременно бесконечно быстрый и бесконечно медленный. Что это за идиотизм? Что это за карликовая система такая, где планеты разделяет всего пара тысяч километров, где игнорируются банальные физические законы? Это, простите, даже для фэнтези слишком чересчур. Ну и пока вы над этим думаете, на планету Масс с гиканьем и бугагаканьем сначала заваливается Орден, а затем и сопротивление. Да-да, все сразу и мгновенно. И пиу-пиу из большой пушки, и уничтожение планет, и Кайло Рен сначала там, а потом уже внезапно здесь. И X-винги, и тайфайтеры, и так далее, и тому подобное. Самое смешное, что все это живет отдельной жизнью, не связано причинностью и героями не упоминается. Трепещите, смертные! Логика, постановка и монтаж достойные самих богов. 2 миллиарда в прокате, 2 миллиарда. Короче, начинается потасовка, и Финн вдруг передумывает удирать. Но уже поздно. Кайло Рен натыкается на Рей и, прочитав у нее в мозгах, что она видела нужную карту, приказывает отбой. Вы не ошиблись. Мало того, что по мнению этого придурка дроид уже не нужен, ибо Рей ну просто в лед запомнила нужные данные, части которых даже в упор не видела. Так Кайло еще и знает, как перекачать их из мозга в компьютер. Что значит, даже если так, робота ни в коем случае нельзя оставлять врагу? Конечно же, нельзя. Да только вы это не мне объясняйте, а тому дебилу с ведром на голове. Ну и пока Рей увозят, на место событий прибывает Лея Органа. И, о господи, как ужасно играет Кэрри Фишер. Что это? Старость? Отсутствие практики? Джа-Джа-то куда глядел? Спустя пару минут мы уже на базе того самого сопротивления, которое сопротивляется хрен знает чему. По и Финн бросаются на шею друг другу, ведь мы помним, какие они большие друзья, аж целых полчаса знакомились. Перекованный негр уже не хочет бежать, а рвется в бой. Орден захватил девушку. Более того, он, оказывается, служил на планете с пиу-пушкой и точно уверен, что Рей увезли именно туда. Тот самый случай, когда совершенная случайность встречается с ничем не обоснованным предположением, оказавшимся абсолютной правдой. Да-да, совершенно случайно. Злобный подонок Кайло Рен приступает к допросу пленницы. Ну, как приступает? Мило с ней разговаривает, а затем внезапно снимает ведро с головы. Вот это отстой! Только самим звездам известно, сколько кинозалов полегло в этот момент. Весь саспенс, все напряжение, все предвкушение эпичности лопнули, как мыльный пузырь. Я не буду много говорить о модельных данных героя. Повторю только уже известную шутку. Как, мол, у Анакина с Падме и Хана с Леей могло родиться такое?
От себя лишь добавлю, что, похоже, бешенство Скайуокера в конце третьей части таки имело под собой основу. Правда, Падме изменяла ему вовсе не с Оби-Ваном, а с Джаджа Бинксом. Проблема, однако, не в красоте Кайла или ее отсутствии. Тут уж пусть девушки разбираются. Обратите лучше внимание на эти пухлые губки, напомаженные кудряшки, выражение лица, дрожащий голос. Такое ощущение, что еще чуть-чуть и Кайла зарыдает. Присовокупите сюда постоянные истерики и скажите, разве такое должна быть персонификация зла? Достойная замена Дарту Вейдеру? Кто-то заявит, что зло бывает разным. Это правда. Но вы как-то уже определитесь, то у вас возможен любой бред, потому что это типа фантастика, то начинается махание крыльями про реализм. Мы вообще о чем говорим? О Звездных войнах или всемирной истории преступлений? Так вот, по роже Кайла не видно, что его коснулась темная сторона силы, причем давно. К примеру, Анакин тоже был вполне миловидным и няшным, однако это не помешало ему превратиться в такое, когда его поглотила тьма. А подобные вещи как раз и отличают людей, понимающих, что они делают, от тех, кто занимается фигней. Кстати, зачем Кайло скрывать лицо, если он не инвалид и не урод? Впрочем, о чем это я? Без ведра на голове этого утютюшеньку никто бы всерьез просто не воспринял. Как бы то ни было, Рен пытается девушку расколоть, но получает мощнейший силовой отпор. Что он делает дальше? Ну, конечно же, в соплях и слезах бросается жаловаться папочке, Сноуку. Тут уже даже придурок Хакс не выдерживает. Рен решил, что в нем больше нет необходимости. Разыскиваемый дроид, скорее всего, попал в руки противника. И делает на удивление вменяемое и адекватное предложение. Мол, база сопротивления найдена, сир. Не хотели бы вы по ней шмальнуть? Но и пока Сноук соглашается, Рэй пробует свои новые силы. Это обоим Скайуокерам требовались долгие и упорные тренировки. А наша Мэри Сью разводит Джеймса Бонда буквально за 2 минуты и сваливает. Что делает Кайло? Ну, конечно же, устраивает истерику и громит казенное имущество. Тем временем на базе сопротивления обсуждают чудо-оружие врага. Вот это звезда смерти. А вот это база Старкиллер. Да-да, всех ресурсов процветающей империи хватило на одну, ну ладно, 2 звезды смерти. А задрипанный орден, который не обладает и 1% имперского бюджета, сумел отгрохать Бандуру в 30 раз больше. Откуда бабло, материалы, кто спонсирует эти безумные шалости? В следующей трилогии что, злодеями будут 3 бомжихи верхом на черной дыре, уничтожающие целые галактики? Бомжихи, потому что феминизм, мужиков там не будет вообще. Но это еще не все. Знаете, чем сия хрень питается? Источник энергии – звезда. Вы не поверите, высосанная досуха. Крокодил солнце в небе проглотил! Нет, я понимаю, что это фэнтезия, но у вас совесть есть? Любая звезда как минимум в 100 раз больше этой сферичной планетки по размерам, в 300 тысяч раз больше по массе и в 1 миллион раз больше по объему. Вы о коллапсарах слышали? Нет? Так почитайте. Кстати, тут все зациклены только на том, как эта фигня стреляет. А вы задумывались над тем, как она
движется. Как это все должно влиять на объект с такой массой? Как там до сих пор существует атмосфера? Жизнь в перелетах между светилами, а то и вообще без них. Да-да, я про гребанные елки и не только. Короче, сценаристы использовали школьные учебники, разве что вместо туалетной бумаги. Как и Орден, который уже высасывает очередную звезду. Герои бросаются на перехват. Финн спасать Рей, Хан спасать идиота-сына от самого себя, оба отключать щиты для авиаудара. И плевать, что вхождение в атмосферу на гиперскорости должно было привести к воздушному взрыву. Хан же супер-пупер-пилот. Он запросто гасит инерцию об елки, сугробы и скалы и сажает сокол в целости и сохранности. Вот что значит профессионал. Чего не скажешь про нашего негра. У тебя вообще какой профиль был? Сантехслужба. Мы в таком же офиге, как Соло. Сантехслужба. А нет ли здесь расизма, господа сценаристы? Так откуда ты знаешь, как отключить щиты? Я не знаю. Что? Все надеются на нас. Вообще-то, весьма резонное замечание. Неужели ты настолько самонадеянно тупой, что не понимаешь? Умолчав правду, ты лишил сопротивления возможности придумать другой план и, по сути, обрек всех на гибель. Выкрутимся. Используем силу. Вот дебил! Кто вообще написал это говно? Ну, разумеется, Финн находит выход. Не могут же авторы превратить его в тупого, эгоистичного барана и при этом не сбросить пару роялей с орбиты. И я здесь главный. Я командую, Фазма. Я командир. Я клитором командую! Да-да, офицер штурмового корпуса не только позволяет собой помыкать каким-то придуркам, но еще и идет на измену ради спасения собственной шкуры, обрекая, в свою очередь, боевых товарищей на смерть. Очень правдоподобно, да. Щиты обесточены. Сопротивление тут же начинает атаку. Группа истребителей незаметно входит в атмосферу планеты. Разумеется, никаких систем ближнего и дальнего обнаружения у Ордена нет. Тяжелый флот куда-то испарился. Икс-винги замечают только тогда, когда они открывают огонь. Так что мешало таким же макаром нанести удар помощней? Где другая техника? Где люди? Где вообще флот Республики? Их что, это ультра-гига-мега-угроза вселенских масштабов не касается? Почему финальная битва современного высокобюджетного фильма выглядит жалкой пародией на оригинальную трилогию? Ну, нет своих идей. Пересказывайте все как скудоумные. Так хотя бы сделайте все в 100 раз эпичнее. Но куда там? Финн тем временем собирается спасать Рей. И надо же было такому случиться, что на этой огромной планете все находится в одном и том же самом месте. И система управления щитами, и охлаждение, и командный штаб, и сбежавшая Рей. А вроде совсем недавно было по-другому. Есть такой. Отсек 47. Короче, никого больше спасать не требуется, а Рей находится сама. Ой, да она еще и по-вучи умеет разговаривать. И все бы ничего, да только флот сопротивления понемножечку редеет. Еще двоих сбили, пол эскадрильи потеряли. Наши герои бросаются на помощь. Только они успевают заложить взрывчатку, как откуда ни возьмись появляется Кайло Рен. А нам, наконец, становится понятно, для чего нужны были эти идиотская высадка, окретинивание Финна, истеричка Рен и прочая ерунда. Сценаристы потихонечку подводили нас именно к данному моменту. Да-да, эти уроды решили слить одного из самых любимых зрителями героев саги. Причем абсолютно дурацким и высосанным из пальца способом. Конфликта нет, причин нет, адекватной, а не отмазочно-сферично-идиотичной внутренней борьбы нет, ни хрена нет. Кайло просто замочил отца и все.
Весь фильм он только рассказывает, что его притягивает светлая сторона, но никак это не показывает. Персонаж не раскрыт, пуст, скудоумен, жалок и вызывает одно раздражение. И это несмотря на то, что находится не на второстепенных, а на вполне себе главных ролях. Так зачем в действительности авторы слили Хана? Да именно за тем, что он любим. Хотели, короче, нагнать драматизма, но получилось мерзкое дерьмо. Кто следующий? Люк? Лея чувствует гибель любимого и выдает такой спектр эмоций, что в этом убожестве не хватает только чашки с чаем, которые она в перерывах между страданиями попивает. Ну а дальше герои ранят Кайла и валят, не забыв перед этим подорвать нужную стену. По устремляется в разлом и, откуда ни возьмись, появляется канава с пушками. Видимо, сценаристы решили, что если уж воровать, то воровать буквально все. Причем, обратите внимание, солнца уже нет, но это никаким образом не влияет вообще ни на что. Итак, герои бегут к Соколу, однако на пути у них, естественно, становится истеричка. Предатель! И вы не поверите, мегаситха 80 уровня, способного останавливать в воздухе энергетические лучи, обучавшегося фехтованию у самого Люка Скайуокера и в одно рыло перебившего возрожденный орден джедаев, сначала ранит сантехник, а потом добивает мусорщица. Нет, ее, разумеется, никто никогда ничему не учил. Силу она в себе познала всего 2 часа назад. Но разве подобное кого-то когда-то останавливало? Ну и, как и обещал, поговорим про дурацкий меч Кайла Рена. В сети существует масса роликов, отмазывающих эту несуразицу. Мол, гарда ей нужна для того же, для чего и обычным мечам. Защищать руку владельца от удара врага и не давать ей соскользнуть на лезвие. Мол, в фильме она не целиком световая. Там есть еще и перемычка, не дающая спалить ладонь. Все это так. Почти. А обычная гарда вообще-то безопасна целиком. А тут достаточно наклонить меч не туда, повернуть его не в ту сторону, и владельцу наступит хана. И не надо мне сказок про специальное обучение. Настоящий бой не похож на влажные фантазии теоретиков. Он непредсказуем, опасен. Боец может быть в любой форме. Болен, ранен, здоров. Само же оружие должно защищать владельца, а не помогать врагу. Учитывая, что световой меч способна блокировать и нелетальная приблуда, подобное его устройство — голимый бред. Тем временем эпичной силы разлом отделяет Кайла от Рей. Естественно, совершенно случайно, прям ровно посередине. Но это не помешает всем остаться в живых. Даже Хаксу и Финну, которого недавно слегка так полоснули мечом. О судьбе 1000 штурмовиков история, к сожалению, умалчивает. Планета коллапсирует. Ну, как коллапсирует? Немножечко взрывается и плавно перетекает в Солнце. Все очень достоверно, да. Ведь взрывы звезд — это такая безобидная фигня. Стивен Хокинг не даст соврать. Короче, добро в очередной раз побеждает зло. Ну и пока все радуются, Лея обнимается с какой-то непонятной девицей, которую никогда раньше в жизни не видела и сначала даже спасать не желала. Хотя как-то намеков на отцовство Люка становится все больше и больше. Что Финн? Да с ним все в порядке. Это в оригинале Люка держали в специальном сосуде, хотя он просто-напросто обмерз. А здесь медицина шагнула далеко вперед. Перебит позвоночник, полежи на скамеечке и все будет зашибись.
Тут внезапно из спячки выходит R2-D2, пылившийся все это время в углу. Надо сказать, что карта, за которой все так гонялись, оказалась неполной и почти бесполезной. Но это не помешало нашему башковитому роботу, который ее даже не обрабатывал, выкатить все недостающие части. И, о чудо, элементы сходятся один в один, словно мозаика, потому что это очень логично, да. В общем, люк найден. Рэй переодевается в нарядные шмотки. Правда, опять с дурацкими обмотками на руках. Видимо, мода такая. Про убогое дерьмантиновое платье Леи я вообще не говорю. Переодевшись, Рэй берет свою палку, больше похожую на сантехническую трубу. Действительно, что это за фигня такая? И почему именно ее нужно с собою таскать? Гусары молчать. Короче, Рэй прилетает к Скайуокеру и протягивает ему меч. Играет музыка, фанаты рыдают, Люк молчит. Долго молчит, а мог ведь сказать: «Ты зря приехала». Честно говоря, я уже не могу злиться на фильм так, как злился после премьеры. Есть в нем и хорошие вещи. Постановка, картинка, музыка, шутки. Однако, извините, когда Финн отпускает горбухи про 1 миллиард человек, которых поставил под угрозу уничтожения, хочется пробить сценаристу с ноги и спросить, в какой психбольнице он лечится. И этим безумием здесь пропитано буквально все. Сюжет тупой, неправдоподобный и представляет собой неприкрытый пересказ оригинала. А ведь «Звездные войны» всегда отличались именно своим разнообразием. Каждый фильм привносил что-то новое, свежее. И пусть не все было удачно и в тему, однако в чем, а в недостатке фантазии авторов точно упрекнуть было нельзя. Тут же мы наблюдаем творческую импотенцию, ремесло вместо творчества, непонимание оригинала и окретиненность во всем. Мол, у Лукаса была сила, пронизывающая вселенную, так давайте превратим сюжет в бесконечные рояли в кустах. Мол, у Лукаса были звуки в космосе, так давайте введем высасыватель солнц и лучи Шрёдингера. Мол, у Лукаса был одаренный Скайуокер, так давайте Рэй превратим в помесь Иисуса с АВМ. Мол, у Лукаса Йода свалил на Дагобар, так давайте Люка забьем в крысиную дыру, чтобы он там рефлексировал, как последний дебил. В новой картине напрочь отсутствует атмосфера далекой-далекой галактики. События происходят будто в одной деревне. Нет ощущения пространства, расстояний, масштабов, массивности. Каноны и логика вселенной не просто нарушены, на них насрано с высокой колокольни. И я даже не про тайфайтеры, трусы штурмовиков, стардестройеры в пустыне и отсутствие банального научно-технического прогресса. Страдают куда более глобальные вещи. Ради чего было побеждать империю, превозмогать темную сторону силы, радоваться исходу войны? Ради того, чтобы ничего не поменялось? Лея как с кем-то боролась, так и продолжает бороться. Хан как был в жопе, так и остался. Люк как вернул свет в галактику, так и слил его обратно в унитаз. Ради этого надо было перечеркивать расширенную вселенную. Ради этого надо было превращать все в говно. И надежды на то, что ситуация поправится, почти нулевые. Народ ведь все абсолютно устраивает. 2 миллиарда. Галактика надеется на нас. Используем силу. Это все на сегодня. С вами был Красный Циник. Ну а дальше вы сами знаете.